Всем доброго времени суток, с вами Фобос, и у нас сегодня гайд. Наконец-то дождались, не прошло и 3 месяца. Гайд по поводу отрядов. Значит, вот у нас, так бы сказать, главный вход возле центральной площади, там где релик, вот этот Валстус. Также можете вот сразу здесь, чтобы не бежать обороны или там глубины пройти, вот, ну, чтобы не заходить в сам замок. Или же можем зайти в замок. Менюшка. Но также в отряд можно попасть проще это через меню само, то есть Церенгар, и полетели. Чем интересен отряд и что здесь нужно? Давайте зайдем наконец-то. Ну, самый элементарный отряд вам может дать БР. То есть это первое, что нужное. Вот. С помощью там очков и всего остального. А вот, кстати, сундуки отряда, то есть вот тайник отряда. Вы, когда играете с участниками группы, то есть можете на релике, можете в других активностях, у вас может выпасть сундук отряда. Сундук отряда может вам дать плюшки в том плане, что вот можете брать отсюда вещи, их можно зачаровывать, но их нельзя ложить в ваш личный сундук, там где хранилище, так бы сказать. Вот, можете взять, повысить свой БР там или такого плана вещи. Одну шмотку только можно брать. Вот так вот. Если вкратце, здесь, по-моему, еще... Где это? Это... Так, это отдать. Вот. В настройках, типа, можно поставить... Ну, по-моему, это только лидеру доступно, или может и нам. То есть шмотки, типа, какое должно быть ограничение, то есть, чтобы у них там было. Вот так вот. И чтобы, ну, чисто отряд не перезаполнялся. Тайник, точнее, это не перезаполнялся. Это раз. Второе в отряде... Ну, как сундук, кузнец, распознать, стойка, святилище предков. Сейчас мы к нему дойдем. И как видите, вот есть еще вот на картах вот такие комнатки, типа где вы тусуетесь, ваш персонаж. Также эти комнаты можно не заходить в отряд, поменять этот. Вот здесь вот менюшка, первый значочек, то есть вот он, домика такой. Можете вот рейтинг посмотреть, вот босс релика, который вы закрывали, адский реликварий, который вы закрыт. И вот оружие предков или управление комнатой. Нас интересует управление комнатой. То есть менять свою комнату вы не можете, только лидер отряда может поменять вам комнату. Но вы можете, ну как бы, вот именно вот эти ячейки. Ну, вы можете просто, нажав вот оружейное, нажимаем раз, выбор базового бонуса. И пошли выбирать, то есть, по сути, вот бонус, который был в комнатах, раньше это был постоянный бонус, вы не могли менять, потом уже обновили, это уже год, наверное, прошел. И вот такая вот фигня, то есть, можете бонус себе просто поменять, то есть, в любой момент, раз зашли, бегом поменяли. И отлично помогает на ПВП, ПВЕ активностях, то есть, там, ну, сами смотрите. То есть, например, мне не надо скорость передвижения на реликварии, я поставлю, естественно, себе или урон, или защитника, то есть, ну, такое что-то, то есть, боец там, такого плана. Также есть и реликты. Тоже их нужно находить, фармить. Выбирает набор реликтов лидер отряда. Вот, в глубины. Ходить, чистить там. Их, по-моему, 10 реликтов можно максимум собрать. Ну, блин, никто не говорит, что вам с вашего захода ровно вот будет там 10 реликтов. То есть их может быть всего там 5 в одном заходе. И все. То есть это бегать, дрочить надо долго и нудно, не всем нравится, но это такое. Так, еще у нас вот есть, то есть, ну, реликварий, я думаю, и так все знают, что там такое, почему 2 раза в неделю его нужно ходить, почему там очки дают, ну, свои нюансы. И вот оборона Церенгара есть обычная, а есть бесконечная. Обычную раз в неделю ходим обязательно, то есть она дает очки прокачки святилища предков, сейчас я за них расскажу. Вот. Бесконечную там, ну, как хотите. То есть я делаю только когда вот по пути героя надо делать. Святилище предков. Вот главная тема, как не главная, но интересная. Во-первых, здесь можно вставлять оружие. Вы сами можете вот любой слот вставить, не только вот тот, что ваш, так бы сказать, а в любой. Вот смотри, ну, я обычно смотрю, если вот шмотка что-то повышает, то я ставлю. Или же, если есть бонус, который мне нужен. Насчет бонуса, вот шмотка, она чуть-чуть повысит
Он силу воли на 1 и немножко БР сложить. Плюс от нее есть, минуса никакого. Вот, сюда будет что кинуть. Ну, БР поднимем, да. Ну, пусть будет поднят БР. Вот. То есть максимальный бонус. То есть вот у меня вот уже святилище предков дает бонус 1086. Улучшается за 300 очков активности отряда. Вот, каждый новый уровень. Всего их вы за неделю возьмете, максимум возьмете 5, если будете полностью оформлять очки отряда. По поводу очков отряда. До 1000 они идут там нормальный бонус, жирный, хороший. После 1000 он урезан. По-моему, там чуть, примерно, когда-то прикидывал, 4 раза он урезается. То есть, вот такая вот фигня. По-моему, если мне память не подводит, можно получить, 300, по-моему, получается за 5 боссов реликварий, если до 1000, а после 1000 там, по-моему, всего 100. Вот так вот. Или 400. Ладно, извините, я уже этот нюанс не помню, но суть такая. То есть вот первый нюанс, где вы можете это взять, это реликварий. 5 боссов проходите с отрядом, получаете очки. По поводу, кстати, вот еще нюанс. Вот это улучшение 300. Я, например, сейчас получаю по 3. То есть меня плюсуется к 3 характеристикам по единичке. Сила, кстати, тоже влияет на ваш БР. То есть тоже вот эти, все вот эти, ну, совокупность, вот, общее число вот этих 5 характеристик, это ваш, ну, вот, боевой рейтинг, который вот у меня 1086, вот это вот эти 5 характеристик. У меня сейчас дается плюс 3. Почему такой нюанс? Руководство уменьшения бонуса святилища предка. Если ваш бонус к боевому рейтингу святилища предка выше соответствующего бонуса на сервере, бонусы святилища предков ослабевают. Бонус святилища предков 1086. Святилище предков на сервере 930. Прибавка от каждого святилища 3. Вот, 3 единицы, что я говорил. То есть, а тех, кто начинают играть, им проще достать, то есть у них там чуть ли не по 15 этих, ну, БР добавляется, то есть по 3 очка к каждой характеристике. Ну, я не знаю, это по слухам, я, играю почти со старта игры, и, ну, у меня так вот. Как у вас, я не знаю. Так что я немножко страдаю, периодически у меня повышается до 4, но обычно вот 3, плюс 3 всегда. Вот так вот. То есть этот лимит надо закрывать в неделю 1500, выбирать в любом случае. Первое, что я сказал, это реликварий, да, по 400 ячей там дают, если до 1000, по 400. После, там уже, по-моему, сотка, я не помню, честно. После я уже не помню. Реликварий. Второй нюанс, это обычка глубины, то есть заходите, делаете своим отрядом, закрываете, не паритесь. Награды тоже там, ну, легендарка падает 100%, оранжевая, поэтому лучше потратиться. Там, по-моему, 100, то ли 180, то ли 160 дает очков. После 1000 я не знаю. То есть мы делаем это всегда в первой неделе, а во второй я не засекал. Потом заходим, вот просто берем кодекс. Где еще можно эти очки нафармить? Первое, это Нет, давайте поручения. Я всегда лично бегаю поручения 20, ну как, если это не по заданию теней. Если по заданию теней, их сам бегаю. А если не по заданию теней, то я бегаю в группе с участником отряда. И мы 2 раза в неделю это делаем, забеги. Зачем мы бегаем вместе? Каждое поручение тоже дают очки отряда. До 1000 это 24 очка отряда за поручение. Вдвоем мы зачищаем очень быстро, то есть 24 поручения мы зачищаем буквально полчаса плюс-минус. Раньше у нас там была другая схема. Ну какая схема? Мы просто бегали, у меня был твин, которого я мог параллельно зайти с основой. Сейчас у меня этой возможности нету. И твин просто раздавал удобные поручения. В каком плане удобные? Поручения просто вот на одних и тех же самых мобах делалось 2 поручения сразу. То есть, по сути, мы бегом за 5 минут валили мобов, закрывали поручения, возвращались и по кругу. Просто нам твин раздавал эти поручения, поделиться. Главное, чтобы твин не был в одной области с вами. То есть, у нас твин всегда в Эсмарше стоял, а мы делали на Эшвиллском кладбище. Вот.
Есть другие зоны, есть другие поручения, то есть ну, где так можно сделать. Если у вас есть такая возможность, чтобы твин был параллельно, можете пользоваться. Смысла вот выходить с основы, запускать твина и потом опять возвращаться на основу не сильно много, поскольку долго, муторно, и ну как долго, по сути вы то же самое время, что вы 4 поручения в напару сделаете. Проще найти вам еще двоих игроков, которые ну, побегают с вами поручения, если будут желающие, то есть закроете быстрее просто. Еще нюанс, смотрите обязательно, чтобы ваш напарник или группа ваша обязательно все были на карту прилетели, поскольку если начнете делать, они еще не прилетели, им не засчитается вот это начало, им придется немножко задержаться, бежать самым, делать, ну, закрывать это, да, закрывать это поручение. Это так, немножко общей информации. Так, по поручениям 24.8, потом древний портал. Кстати, нюанс за поручение. Если человек находится в группе с вами, но у него даже закрыты все поручения, а вы идете сами делать, но он там, например, на собрании теней зависает или просто в эс-марше где-то тусует, просто находить, ну, с ним в группе будете, сдаете поручение, вам очки накидывают, вот эти очки активности отряда. В любом варе, ну, накинут. Главное, чтобы вы были при выполнении этих, ну, как бы, ваш напарник был, пока вы выполняете эти задания, то есть, кто вам помогает. И вы закрываете, то есть, этот лимит. Второе, это древний портал. Где он, собака? Тоже 24 24 очка вы получите, если, вот пишется 24, это если до 1000, и 8 после 1000. Вот так вот. Блин, прошу прощения, что-то я завтыкал. Не, короче, 24 получаете за поручение и за древний. Это если до 1000. И 6 очков, если после 1000. Просто, блин, так бы сказать, немножко освежил память, там, списался, советовался, завтыкал, вылетело просто с головы этот нюанс. Кстати, насчет древнего. Лайфхак. Если вы идете древний, то же самая ситуация, ваш товарищ бегает там, те же поручения делает или еще что-то, ну, в соло, короче, можете кинуть ему, когда зайдете в древний уже сам портал, кидаете ему группу, проходите древний, ну, короче, можете просто откинуть перед тем, как завалите босса, там у него, ну, последнюю тычку ему дать, вы кидаете группу, он принимает, вы валите босса, выходите из группы, то есть, и вам засчитают очки в древнем портале. Ну, специально проверяли, реально работает. Потом, ну и получается эти еще данжи. По данжам есть, образно говоря, поделим данжи на 3 типа. Первые, это которые дают вам 15 очков боевого пропуска. То есть стремнины Кикурас, пещера отголосков, разлом Безумного Короля, забытая башня, темница Баала. Вот, ну, короче, вот эти. Они дают по 15 очков боевого пропуска. И они дают сейчас, короче, еще раз вписывался. Короче, дают они вот такие, что по 15 ячей боевого пропуска, они дают по 45 до 1000, 12 после 1000 очков, прокачивать стрелящих предков. Те, что по 20, Храм Намари, Фахир, Яма и Тресрамский собор, они дают по 60 до 1000, по 15 после 1000. И собор, нет, пойдите, монастырь, да, он дает 75 до 1000, и ну, он просто единственный, кто дает 25 очков от этого боевого пропуска. 75 до 1000 и получается 18 после. Насчет 18 я не уверен, поскольку, скажем так, память подводит немножко. Вот такая арифметика. Бегать, конечно, нужно с участниками отряда. То есть древний, поручение. В любом случае хотя бы один участник отряда. И то же самое данжи тоже нужно, чтобы был хотя бы один участник отряда. Так что списывайтесь, договаривайтесь, когда вы бегаете. Вот в крайнем случае он то же самое. Зашли, отряды открыли, выбрали иконку, там он дануна, написали, пошли в данжи. Или там еще куда-то. Или посидишь в группе, пожалуйста. Вот так вот.
в принципе... еще забылся, святилище предков. Вот я рассказал за вот этот бонусы святилища предков. Смотрите, есть еще свойства наследия предков. Если у вас здесь шмот, который активирует это свойство наследия предков, вот можем зайти вот сюда, просто свойство проклятия, а рядышком ячейка свойства наследия предков. Вот у меня нету ничего, то есть у меня все проклятые шмотки. Вот, как-то случайно так совпало. То есть, если бы у меня было, тут было бы условие, там, например, какой-то процент вероятность того, что вот сработает свойство наследия предков, если вы ударите рукой, ну, урон с руки будет, и там КД определенное. Вот, в принципе, вот эти свойства, они довольно-таки полезные, интересные. Вот, сила предка вот это. Вот, мне самое больше нравится вот это. Наносите урон и оглушаете противника на 3 секунды. Реально полезно. Ну, есть и другие. Выбирается они просто. Заходите в отряд, оружие предков. Вот. Свойства наследия предков. То есть, вот эти оружия, 8 штук, которые вы покидали своим отрядом, они вот имеют определенные вот свойства. Ну, если это, конечно, это оружие, то есть, вот видите, вот такой у них орнамент определенный идет. Вот, и просто вот свойства наследия предков. Вы высвобождаете силу предков, наносящую урон и оглушающую окружающих вас противников. Полезная вещь. Вот. Только вот почему-то, по-моему, он работает не от вас, а вот там, где вы нанесли урон. Хотя, может, и от вас. Не, по-моему, вот там, где нанесли урон, или это у меня просто когда... это у меня, когда я блинковался. У меня тоже было это наследие предков. Применяю умение с рывком. Я мог вот это оглушение, оно срабатывало там, где я был. Вот. Вот у меня нету никаких активных воззваний, но вот есть и другие. То есть вот молния, тоже та же самая, по сути, фигня, только она обездвиживает. Не оглушение, а именно обездвиживание. Увеличит наносимый урон, ну, то есть дамагерам, в основном таких, кто любит именно дамажить, они вот это урон увеличивают себе, чтобы на 6 секунд 15 плюс 15%. Щит. Так, еще один щит. Молния. Так, походу у нас, Так, не верните мне мою. Ага, все. Так, выбрал. Еще есть Гидра. То есть, когда тоже освобождается сила предков, Гидра появляется, начинает атаковать. Но это такой уже, как по мне, не сильно. Только, по-моему, Гидра самая галимая. Вот. Мобов может отвлекать неудачный момент. Хотя, с другой стороны, иногда может и помочь тот же самый дерзание, когда бежите в соло, отвлекает на себя мобов, и пока они ее валят, вы можете либо сбежать, либо валить мобов. Ну, если у вас сильно БРа не хватает. Так, вроде бы все рассказал. Да, по-моему, все. Если вдруг что-то вспомню, то буду перезаписывать тогда или отдельно скину видео. Всем спасибо за внимание. С вами был Фобос, клан Souls. Всего доброго. До скорых встреч.